Стремление к знаниям и любовь к тайнам – это два самых сильных человеческих импульса, и Стоунхендж удовлетворяет оба сразу. Вот почему он никогда не терял своей власти над нашим воображением и любопытством. Это самое известное мегалитическое сооружение в мире, мгновенно узнаваемое по самым схематичным очертаниям, которое посещает более полумиллиона человек в год. Тем не менее, после более чем тысячелетия предположений и исследований, до сих пор не имеет определенного представления о том, что это такое и для чего оно было построено. В 1695 году антиквар Эдмунд Гибсон указал на то, что Стоунхендж настолько уникален и получает так мало света от истории, что почти каждый выдвинул свое представление. 300 лет спустя стало значительно больше света и гораздо больше понятий, но мало надежных ответов. Стоунхендж – это руины одного большого доисторического каменного здания. Огромные обветренные блоки имеют простую форму и расположены в обманчиво простых геометрических формах, и, насколько мы можем судить, никогда не украшались. В своем нынешнем виде монумент представляет собой плотное нагромождение серо-желтых камней, затмеваемое простором открытой холмистой равнины. Это ошеломляющее зрелище, шедевр искусства и инженерии, в котором сочетается гигантская сила и мельчайшая тонкость со своей красотой и необычностью. Вырисовываясь как группа сбившихся в кучу каменных гигантов на равнине Солсбери на юге Англии, Стоунхендж, пожалуй, самый узнаваемый древний памятник в мире. Название Стоунхендж происходит от англосаксонского и примерно переводится как «каменный круг». Но история великого памятника восходит к тысячелетию до того, как саксы пришли в Британию где-то в V веке нашей эры. Его происхождение восходит к загадочным кельтским друидам последних нескольких веков до нашей эры, до того, как Великая пирамида была возведена в песках Египта. Кто построил этот загадочный каменный монумент и какую роль он сыграл в доисторическом ландшафте Англии и Европы все эти тысячи лет назад? То, что посетители видят сегодня, когда посещают Стоунхендж, это круглая установка из больших камней, окруженных земляными валами, остатками последнего из серии памятников, возведенных на участке между 3100 до 1600 года до нашей эры. В течение этого периода Стоунхендж был построен в 3 основных этапа строительства, хотя есть свидетельства человеческой деятельности на этом месте как до, так и после этих дат. Фактически одним из самых важных и захватывающих открытий, когда-либо сделанных в районе Стоунхенджа, были 4 большие мезолитические ямы или ямы для столбов, найденные под современной автостоянкой на этом месте. Эти огромные отверстия для столбов имели диаметр около 73 сантиметров, и когда-то в них стояли сосновые столбы. 3 отверстия были выровнены с востока на запад, что предполагает ритуальную функцию. Было высказано предположение, что они могли держать тотемные столбы, и действительно трудно понять, какой другой цели они могли служить. Область вокруг Стоунхенджа полна доисторических памятников, некоторые из которых были построены в период раннего неолита, примерно 4-3 тысячи лет до нашей эры. Это предшествует монументу Стоунхендж. Таким образом, когда строители первой очереди строительства Стоунхенджа приступили к работе, они уже работали в священном ландшафте, который использовался в ритуалах более 5000 лет. Первый из 3 этапов строительства Стоунхенджа был начат примерно в 3100 году до нашей эры и состоял из круга деревянных столбов, окруженных рвом и берегом, имел около 110 метров в диаметре, а также большой вход на северо-востоке и еще один меньше на юге. Этот памятник был выкопан вручную из оленьих рогов и крупного рогатого скота. При современных раскопках рва были обнаружены рога, использовавшиеся при строительстве, которые намеренно оставили строители этого памятника. Один странный факт об этом этапе заключается в том, что на дно рва были помещены кости других животных, в основном крупного рогатого скота, которые оказались на 200 лет старше, чем инструменты, которые использовались для рытья сооружения.
По-видимому, люди, закапывавшие предметы, некоторое время хранили их перед захоронением. Возможно, кости были священными предметами, изъятыми из предыдущего ритуального места и доставленными в Стоунхендж. На втором этапе строительства, судя по находкам кремированных костей, по крайней мере 200 тел, это место должно было функционировать как кремационное кладбище. Последний этап включал возведение простой земляной и деревянной изгороди из камня. В центре памятника были установлены 2 концентрических круга из 80 столбов камня. Эти камни весом около 4 тонн каждый были вырезаны и доставлены из холмов Пресли в Уэльском округе Пембрукшире. По маршруту протяженностью не менее 300 километров, известный как Алтарный камень, был доставлен в Стоунхендж из близлежащего Милфорда Хевена на побережье к югу от холмов Пресли. Вопрос о том, как эти камни попали на равнину Солсбери, вызывает много споров, хотя большинство современных археологов считает, что они были принесены туда человеком. Самым очевидным способом транспортировки камней строителями Стоунхенджа было перетащить их к морю в Милфорд-Хевен на роликах и санях, а затем доставить их в Стоунхендж на плотах по морю и реке, что было невероятным достижением. Ради эксперимента, чтобы повторить этот подвиг, был предпринят в 2001 году, которое добровольцам удалось стащить 3-тонный камень вниз к морю с холмов Пресли на деревянных санях на роликах, но когда камень был перемещен на плот, он соскользнул в море и затонул. Любопытно, но старая легенда гласит, что Стоунхендж возник благодаря волшебнику Мерлину, у которого было огромное сооружение, известно как Танец гигантов, волшебным образом перенесенное из Ирландии. Также на последнем этапе в Стоунхендже был расширен северо-восточный вход в ограждение, чтобы он точно совпадал с восходом солнца в середине лета и закатом в середине зимы того периода. Еще одной особенностью, добавленной к ландшафту Стоунхенджа на этом этапе, была церемониальная дорога, состоящая из пары параллельных канатов и берегов, протянувшаяся на 3 километра от памятника вниз к реке Эйвон. Примерно в 2300 году до нашей эры эти камни были выкопаны и заменены уже огромными сарсеновыми камнями, привезенными из Мальборо-Даунс, в 32 километрах от этого места. Сарсены каждый около 4 метров в высоту, 2 метров в ширину и весом 25 тонн, были расположены в виде круга диаметром 33 метра с горизонтальными камнями, охватывающими вершины. Внутри этого круга была добавлена подковообразная оправа из 5 трилитонов. По сути, это 2 больших камня, поставленных вертикально, чтобы поддерживать третье на их вершине. Огромные камни, составляющие центральную подковообразную конструкцию, весили до 50 тонн каждый. Позже они были перестроены или расположены по крайней мере 3 раза. В конечном итоге сформировал внутренний круг и подкову между сарсенским кругом и трилитами, отражая 2 расположения сарсеновых камней. Считается, что в то время из Уэльса на это место было доставлено больше камней. После 1600 года до нашей эры в Стоунхендже больше не строили, и памятник, похоже, был заброшен. Тем не менее, это место все еще время от времени посещали, о чем свидетельствуют находки керамики Железного века, римские монеты и захоронения обезглавленного саксонца, датируемое 7 веком нашей эры. Было много предположений о том, как был построен Стоунхендж. Эксперимент, проведенный в 1990-х годах, показал, что команда из 200 человек, используя деревянные сани по проложенным деревянным рельсам, покрытым жиром, могла перевести всего 80 сарсенов из Мальборо-Даунс в Стоунхендж не менее чем за 2 года, если работа была сезонной. Эксперимент показал, что маневрирование камней в нужное положение могло быть выполнено с помощью деревянных рам для подъема камней, которые затем могли быть подняты в вертикальном положении группами людей с помощью веревок. Горизонтальные камни могли постепенно подниматься на деревянных платформах и устанавливаться на место с помощью рычагов, когда деревья достигали верха вертикальных камней. Увлекательным аспектом строительства Стоунхенджа является то, что камни были обработаны с использованием столярных технологий.
К сожалению, для такого важного сооружения археологические находки в Стоунхендже были относительно скудными. Отчасти это связано с тем, что до последних 2 десятков лет исследования на полигоне в целом проводились плохо и недостаточно документировались. Скелеты были утеряны или серьезно повреждены. Артефакты потеряны, а записи о раскопках уничтожены. Несмотря на эти потери, свидетельства о сохранившихся захоронениях, обнаруженных на этом месте или рядом с ним, дают захватывающее представление о жизни народов раннего бронзового века. Все основные захоронения в Стоунхендже в целом совпадают друг с другом по датам происхождения. Еще одно удивительное захоронение было найдено в 2002 году в Эмсбери, в 10 километрах к юго-востоку от Стоунхенджа, и стало известно как лучник Эмсбери или король Стоунхенджа. Богатые предметы, найденные в этом захоронении, указывают на человека с высоким статусом и включают в себя 5 кубков, 16 прекрасно обработанных кремниевых наконечников для стрел, несколько клыков кабана, 2 браслета из песчаника, 3 крошечных медных ножа, кремниевый набор и слесарные инструменты. Золотые предметы не только являются самыми древними из когда-либо найденных в Британии, но этот человек, возможно, был одним из первых мастеров по металлу на островах. Стоунхендж сегодня – это творение произведения искусства и науки, поэзии, астрономии и литературы, которое отражает прошедшие века. Это творение остается загадкой, архаичное место считается особенным, не похожее ни на какое другое, с кольцами земли и камня, как будто ожидающие, когда снова вернутся снег и лед, и земля опустеют от людей.